В мир 32-битной записи с плавающей запятой вкатывается Tascam со своим новым рекордером, речь о котором и пойдет в сегодняшнем видео. Это Tascam Portacapture X8. На канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами общаемся на тему про аудио. Друзья, здравствуйте, мы начинаем. О чем вообще сигнализирует возможность записи в 32 бита с плавающей запятой? За счет наличия сразу двух аналогоцифровых преобразователей в устройстве, одного для громких звуков и второго для более тихих звуков, мы получаем широкий динамический диапазон, с помощью которого можно творить просто невообразимые, казалось бы, вещи. Можно делать громкие записи, причем прям переходить в перегрузку. После этого ваши файлы закидывать в рабочую станцию, делать усиление цифровое меньше, и мы видим, что перегрузки нет. Это просто фантастика, и это как раз-таки достигается за счет широкого динамического диапазона. Опять же, ситуация похожая, но немножечко в другую сторону. Если мы делаем очень тихие записи в обычных условиях, при увеличении этих записей, при нормализации, опять же, в рабочей станции, мы с вами получаем большее количество технического шума, чем мы бы с вами получили, если бы сразу отстроили усиление как надо. Здесь с этим также можно бороться, и это просто замечательно. Мы можем усилить даже самые тихие записи, и при этом у нас останется минимальное количество технического шума. Вот это главное достоинство 32-битной записи. И я опять же повторяю, я надеюсь, что в недалеком будущем 32 бита с плавающей запятой станут стандартом как для телевещательной индустрии, так и для индустрии кино, ну и, конечно же, для общих приборов, даже любительских, вот, опять же, для записи подкастов, которые здесь можно делать. Но что-то я забегаю вперед, давайте обо всем все-таки по порядку. Давайте включим наше сегодняшнее устройство, и пока рекордер будет включаться, я расскажу еще об одной очень интересной функции, которая связана с тем, о чем мы только что с вами разговаривали. Это встроенная нормализация. То есть, если вы делаете даже очень тихие записи, внутри рекордера есть функция, которая делает нормализацию, которая делает нормальный уровень громкости вашей записи. Это тоже достаточно удобно. Ну и стоит отметить, естественно, что преобразователи позволяют нам писать не только в 32 бита с плавающей запятой, 24, 16, а частота дискретизации при этом может достигать 192 кГц. Давайте смотреть, что у нас здесь по управлению. Вообще тут очень интересная задумка. Ну, вы, конечно же, заметили, это достаточно большой экран, который чувствителен к касанию. И все функции у нас как бы разбиты на такие пресеты, оболочки. Я не знаю, как правильно их назвать, потому что подобное я вижу впервые в таких устройствах. То есть, исходя из того, что именно вам нужно делать, какие именно вы ставите перед собой задачи, какие именно задачи вы ставите перед рекордером, вы выбираете те или иные пункты меню. ASMR, запись голоса, запись музыки, ручная штука, ну, это, по сути, такой микшер мануальный, запись что-то на улице, какие-то шумы, запись подкастов. И отдельно есть функция тюнера и функция метронома. Я предлагаю в каждую менюшечку залезть и каждую менюшечку посмотреть. Ну, начнем с ASMR, и я думаю, нужно сделать это на тесте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. И добро пожаловать на наш сеанс музыкального ASMR. Почему музыкального? Ну, во-первых, это поп-мьюзик, а во-вторых, его ведет звукорежиссер. Смиритесь с этим. Итак, мы используем функцию ASMR и встроенную стереопару конденсаторных микрофонов. Усиление при этом составляет 40 дБ. Пишем в 32 бита, естественно. И частота дискретизации составляет 48 кГц. Используем X8 в качестве внешнего аудиоинтерфейса, подключенного по USB к моему ноутбуку. Как вы могли понять, пишем в стерео. Давайте я вам продемонстрирую это самое стерео. Чем? Пакетом. Друзья, фирменный пакет Pop Music. Давайте я им пошуршу. Это же ASMR. Теперь я должен быть в одном ухе, а пакет Pop Music должен быть в другом. А теперь мы с пакетом Pop Music поменялись местами. Послушайте разницу. И мы с ним где-то посередине. Отложим
пакет Pop Music и перейдем к чему-нибудь иному. Упаковочный материал, в котором поставляются гитары в магазине Pop Music. Характер шума изменился. Он не такой резкий, он более мягкий, более низкочастотный. И он также перемещается по отношению ваших ушей. Я напомню, что АСМР нужно слушать в наушниках, чтобы ощутить больше вот это присутствие, вот этот эффект присутствия рядом со мной. Здесь можно поиграть с настройками. Давайте войдем в настройки и посмотрим, а что именно мы можем изменить. Я попробовал срезать низ специальным фильтром, и вы, скорее всего, слышите результат. Этот фильтр имеет несколько измененных значений. Сейчас я использовал самое большое значение, чтобы вы точно услышали изменения в нашем звуке. Пойдем дальше. А теперь я включил гейт. И он очень и очень нам поможет, потому что мы используем достаточно большое усиление. И у нас есть технический шум определенный, но он не зависит от нас, это просто шумят наши соседи. И теперь вы слышите их намного меньше. И это правильно. И гейтом нужно пользоваться. Для чистоты эксперимента я выключил гейт и включил лимитер. Это уже обработка динамическая. Тут же есть компрессия. Я предлагаю послушать его на более тихом шуме, который я издам чуточку попозже. А вот и компрессия. Звучит она следующим образом. И для теста компрессии я вооружусь двумя картонными уголками, которые созданы специально, чтобы создавать АСМР. Прошу прощения за тавтологию. Итак. Смотрите-ка. А если уголки у нас переместятся в другую сторону? Это настоящая магия, друзья. Уголки могут стучать друг об друга, создавая тем самым еще более интересный звук. Посмотрим, что осталось по настройкам. Остался эквалайзер. Он тут есть ручной на 4 полосы, но давайте пройдемся по пресетам. Сейчас эквализация не работает. Работает эффект, созданный для голоса. Работает эквализация, созданная для гитары. Не знаю, насколько это правильно проверять. Этот эквалайзер на голосе, но все же. Эквалайзер, обозначенный как громко, звучит следующим образом. И последняя настройка эквалайзера – это вокальный пресет. Звучит он следующим образом. На рекордере имеется пара конденсаторных микрофонов, небольших. Это стереопара, которую можно использовать в двух положениях. Либо XY, как у нас они выставлены именно сейчас, либо их можно развернуть, то есть поменять местами, и тогда это будет что-то уже более приближенное к АБ. Очень интересной особенностью является то, что здесь имеется встроенный аудиоинтерфейс на 8 каналов, то есть 6 каналов по входу. Давайте все-таки посмотрим, что это за каналы. Первые два — это стереопара микрофонов спереди, и 4 канала — это комбо-разъемы, по 2 с каждой стороны мы с вами сможем найти.
Итак, если посмотреть, здесь у нас есть небольшой микшер, это ручное управление, и как раз-таки, когда мы используем подобное устройство в виде аудиоинтерфейса, последние два канала, то есть канал 7 и 8, у нас идет стереосумма с этого самого микшера. Для чего это может быть полезно? Например, мы делаем трансляцию, прямой эфир. Например, мы общаемся где-то, не знаю, в Дискорде, в Зуме, и нам нужен микс сразу из нескольких источников. Подключили людей, сделали такой микс, который нам нужен, и он уже идет, вот даже видно небольшую индикацию, вот, он уже идет у нас в компьютер и идет в программу, через которую вы проводите трансляцию, через которую вам нужно провести трансляцию звука. Многоканальную запись никто не отменял, и, естественно, она тут присутствует. Мы каждый канал можем писать независимо друг от друга, записать отдельно стереопару пушек и в отдельный канал записать все, что у нас приходит в эти дополнительные входы с двух сторон. Это тоже достаточно удобно. Нужно поговорить еще про обработку, я считаю, потому что это достаточно важный пункт. Итак, здесь есть достаточно большое количество обработки и различных функций дополнительных. Есть автоусиление, то есть мы можем выставить усиление с помощью ручки, можем выставить автоматическое усиление. Есть срез низких частот лишних. Может он быть выключен, и от 40 Гц до 220 Гц мы можем лишние срезать. Есть возможность пользоваться гейтом, есть возможность пользоваться лимитером компрессии. Они тут не задаются как-то ручками, здесь просто предустановлены есть параметры. То есть нажимаем, лимитер у нас работает. Нажимаем, компрессор у нас работает. Есть эквалайзер. Причем эквалайзер реализован здесь немножечко более обширно. Тут есть пресеты голос, гитара, громкий пресет вокал, и есть ручная настройка. Здесь мы имеем 4 полосы. У 2 полос в середине у нас имеется даже регулировка добротности. Вот. А 2 полосы, которые у нас находятся в самом низу и в самом верху, добротности не имеют, но есть 2 ручки для усиления, ну и ручка для выбора, естественно, частоты, на которой будет работать компрессор. Можно менять фазу как для левого, так и для правого канала, но это потому, что мы выбрали настройки для стереопары. Перейдем на 3-й канал, допустим, он у нас моно, и здесь инверсия фазы у нас для одного канала присутствует. Отсюда же мы можем, кстати, задать усиление, причем можно так, можно... вот отсюда нельзя задавать ручкой, только из главного меню можно задавать ручкой. И можно сразу же переключить задачу усиления, то есть можно добавить усиление, сделать его большое. Это будет до 57 дБ, а малое усиление до 35 дБ. Так, и ослабление сделать нам здесь не дают. Вот. Так что аттенюатора, можно сказать, тут нету. Достаточно интересно. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте и добро пожаловать на наш великий подкаст Pop Music. В моем подкасте мне будет помогать соведущий Георгий Баевский, наш несменный оператор. Гоша, здравствуй. Здравствуй, Алексей, здравствуйте, дорогие зрители. Смотрите, как вы видите, Гошин микрофон, Гошин сигнал у нас приходит на 3-й канал. Сигнал с меня идет вот с этих стереомикрофонов и приходит на каналы 1-2. На самом деле я сейчас звучу в стерео, и это достаточно интересно. Провод Гошин, вот он, микрофоны, как видите, мои здесь. При пользовании вот этим рекордером я вскрыл одну очень неприятную особенность, а именно... Слышите? То есть какие-то вибрации по корпусу, если я какие-то кнопки нажимаю или если я как-то взаимодействую с экраном, который у нас встроен в корпус, все это по вибрациям передается на микрофон, и здесь нет виброразвязки, и, на мой взгляд, это достаточно важное упущение конструкционное, имейте в виду. По обработке здесь имеется возможность обрабатывать наши с Гошей голоса независимо. Давайте зайдем в настройки и посмотрим, а что у нас как и куда. Например, на моем голосе усиление вы сейчас можете видеть, которое подано, значит, все работает в стерео, автогейн отключен. У нас идет срез низких частот низких, у нас идет гейт, причем самый большой гейт, чтобы не было слышно шумов наших соседей, которые очень любят шуметь, уж поверьте. Далее у нас идет компрессия, идет эквализация под голос, и в принципе плюс-минус у Гоши все то же самое, только немножко изменено усиление по входу, потому что у Гоши динамический микрофон ручной
катушечный. Давайте вернемся обратно. Естественно, вы слышали, что здесь есть возможность работать с какими-то сэмплами. Вот. Ну, на самом деле стоит сказать, что в первом окне эти сэмплы, точнее кнопки, которые отвечают за срабатывание сэмплов, они более увеличенных размеров. И если вы работаете не на камеру, как я сейчас, если рекордер стоит прямо перед вами, то в них, поверьте, попасть намного удобнее. Можно использовать сэмплы заводские, как сделали мы. Можно загружать сюда свои сэмплы через SD-карточку. Кстати, к слову, по SD-карточке. Сейчас мы все пишем на карточку. У нас пишется мультитрек, плюс пишется стереосумма. Если вы хотите сразу же использовать стереосумму, но намного удобнее взять мультитрек и после уже примерно плюс-минус все подсвести. Хотя здесь есть встроенный микшер, с помощью которого мы можем задать громкость. Даже вот для сэмплов. Третий микрофон Гоши, первый, второй мои микрофоны, и вот это ничейный микрофон, потому что когда я добавил дополнительно Гошин микрофон, тут он добавляется третий и четвертый сразу идет. Хорошо. Я думаю, это было достаточно продуктивно. Давайте двигаться дальше. Вернемся к музыкальным функциям, потому что это действительно очень классная фишка от сегодняшнего устройства. Снова выйдем в главное меню. Тут есть тюнер. Сейчас я попробую что-нибудь. О, кривая ля. Мне ее определенно стоит подтянуть, но тюнер у нас работает. Собственно, он здесь есть в виде генератора тона, есть хроматический. И еще одна функция — это метроном. Если у нас сейчас работает встроенный динамик. Здесь даже можно, кстати, настроить долю и можно настроить звучание метронома, выбрав из 3 позиций. Да, здесь есть встроенный динамик, который можно использовать как для метронома, что я и сделал. Можно использовать для прослушивания файлов, которые вы уже записали. Ну и, естественно, с метрономом можно тренироваться и практиковаться. К сожалению, записи в отделе с метрономом у нас нету. И очень интересная функция вот эта для записи именно музыки. Почему она интересная? Потому что здесь у нас выведен ревербератор. И давайте проведем небольшой тестик, запишем что-нибудь инструментальное и послушаем, какие виды реверберации здесь бывают. Меня очень, кстати, повеселило, что в русской локализации plate тут переведен как плато или плато 1 и плато 0.2, но мы с вами прекрасно понимаем и по картинке, и по наполнению, что это plate. Послушаем все виды реверов и поймем, а каков он здесь по своему качеству исполнения. С одного бока X8 мы можем найти парочку TRS-разъемов для работы с камерой. Зачем они могут понадобиться? Например, мы можем давать звук, который у нас происходит на мастере, ну, например, в режиме микшера этого таскама, на запись в камеру, чтобы тот же самый звук у нас был и на видеофайле, который вы получите, когда скинете с вашей флешки то, что вы записали на камеру. Почему это очень удобно? Опять же, для синхронизации звука. Сюда вы записали звук, туда же вы записали звук, вы сможете его очень легко отсинхронить. Возможно, даже вас удовлетворит то качество, которое вы получите по проводу, и вам не нужно будет лишний раз что-то переклеивать. Вы сразу же звук с видео будете использовать в дальнейшей работе. Почему бы
и да. Стоит еще поговорить о нескольких интересных подменюшках. Это, естественно, запись на улице. То есть это меню у нас, эта функция у нас пишет стерео, причем здесь можно выбрать, зайдя в настройки и выбор входа, мы можем выбрать либо стерео вход, либо один из каналов. Вот можно даже USB выбрать. Ничего себе. Очень интересно. И можно выбрать запись с одного из TRS-разъемов на вход. Тоже достаточно интересно, почему бы и да. Ну, выберем XY, оставим как было. Тут все упрощено просто максимально. Здесь есть работа с несколькими пресетами. Есть пресет для города, для природы, запись что-то в транспорте, запись птиц. И каждый пресет, естественно, нам как-то изменяет настройки. Как-то изменяет усиление, как-то, вот, допустим, здесь он сразу сделал усиление больше. Основные настройки живут у нас в этом меню. Здесь также есть срез низких частот, гейт, компрессия, вот он у нас лимитер выставил. Есть эквализация. И можно отдельно управлять отсюда же усилением, как и отсюда, но вот здесь уже можно более тонко подстраивать с помощью вот этой крутилки. И если вам нужно сразу задать нужное значение, вы можете пальцем регулировать необходимые вам усиления. Ну, вернемся на пресет без обработки. По карточкам, естественно, если мы с вами работаем где-то на улице, на природе, вот как здесь было написано в городе, то стоит обратить внимание, что эта штучка может работать с карточками microSD до 512 гигабайт. Этого вполне хватит для целого дня записей, даже в 32 бита. И по питанию. Сейчас у нас, например, все питание идет от 4 батареек формата АА. Также питание можно осуществлять по USB-проводу. То есть питание, которое идет от компьютера, например, подключенного к этому рекордеру, вполне хватает для его комфортной работы. Ну и, естественно, есть третий способ питания — это использовать адаптер питания, который, к сожалению, у нас продается отдельно для этого устройства. Еще одна функция очень крутая, но, к сожалению, она также идет в разряде дополнительно докупаемых. Это Bluetooth. Можно докупить специальный свисточек, чтобы мы имели возможность управлять этим устройством по Bluetooth с смартфона или с планшета под iOS или под Android. Вы уже прекрасно знаете мое мнение по поводу подобных вещей, если достаточно давно смотрите наш канал. Я напомню, что я не одобряю такие вещи, что у Zoom, что у Tascam есть вот эти вот дурацкие свистки, которые они не могли встроить внутрь, их нужно докупать. На мой взгляд, это крайне тупо. И я надеюсь, что когда пойдет какая-то революция аудиооборудования, когда как-то сменятся стандарты, ребята не будут прибегать к этому способу, потому что это просто какое-то тупое выкачивание денег, которое всех, наверное, бесит. Надеюсь, не только меня. Штатно предлагаю залезть в настройки, потому что в них достаточно часто скрывается очень много интересного, например, как сегодня. Ну вот настройки записи у нас. Писали мы Wave, 48 кГц, 32 бита с плавающей запятой. И да, вы, возможно, заметили, что в основной части у меня рекордер лежит ни к чему не подключенный, на мне висит петличка, меня все еще слышно. Это потому что основную часть мы пишем на наш студийный аудиоинтерфейс, чтобы я вам мог показывать различные менюшки, между ними скакать, потому что, естественно, если так делать, запись будет останавливаться, потому что рекордер все-таки предназначен для того, чтобы писать, а не скакать во время записи между менюшками, между его различными функциями. Это не совсем правильно. Так вот, когда мы пишем все на рекордер, естественно, мы все писали в 48 кГц и 32 бита с плавающей запятой. Но, к слову, и на наш аудиоинтерфейс, чтобы как-то соизмерить, мы пользовались 48 килогерцовой записью, 32 бита с плавающей запятой. Что здесь есть еще интересного? Автозапись. Это функция, которая позволяет нам задать тот уровень сигнала, который у нас стартанет запись. Допустим, кто-то что-то гаркнет в микрофон, рекордер это уловит и автоматически стартанет запись. Достаточно удобно в определенных ситуациях. Есть двойная запись, то есть мы можем писать сразу в два формата, в WAV и в MP3, если это необходимо. Есть еще предварительная запись, которая всегда ведет запись звука, и когда вы нажимаете кнопочку «Записать», на вашем аудиофайле остается несколько секунд до момента нажатия кнопки. Если вы пропустили какой-то момент, то
пожалуйста, автозапись вам в этом поможет. Точнее, предварительная запись. Разбивка файлов. Если вы записываете особо большие файлы, если вы боитесь, что рекордер вдруг выключится, например, сядет батарейка, хотя тут есть индикатор заряда батарейки, или что-то еще произойдет, что-то собьется с карточкой, что-то, не дай бог, случится, вы можете разбивать файлы, ну вот, например, каждые 30 минут у нас будет создаваться отдельный файл. Или, например, каждый час. Каждые 5 минут, 10-15 минут. Или можно, опять же, выключить и вернуться к привычным значениям. Настройки входа-выхода. Здесь есть MS-декодирование, что достаточно интересно. Настройки ревербератора. Можно включить динамик, отключить. Фантомное питание, что тоже интересно. С устройством можно подавать фантомку, причем это может быть как 48 вольт, так и 24. Выбирайте, что вам нужно. Ну и дальше идут какие-то вторичные настройки, например, настройка камеры. Тут можно выставить уровень. Можно выполнить аттенюацию, ослабление на 10 дБ, к примеру. Смотрите-ка, а на камеру можно даже до минус 30 дБ подать. Это все для того, чтобы при подаче сигнала на камеру у вас не случилось перегрузки, что тоже достаточно интересно, и здесь это предусмотрено, это просто замечательно. Не совру, если скажу, что сегодняшнее устройство — это чуть ли не самое интересное, что выходило от Tascam за последнее время. У нас есть возможность записи сразу 8 каналов, как на карточку, так и на компьютер. Напомню, что 6 каналов — это каналы по входу, плюс еще стереомастер, если мы, например, вот работаем из микшера. Да, здесь есть встроенный аудиоинтерфейс, и микшер — это очень хорошее дополнение, потому что мы можем отправлять все это на трансляцию, куда идет, ну, как правило, стереозвук. Здесь мы выстраиваем громкостной баланс. Здесь же мы можем, например, обработать что-нибудь дополнительно тем же самым эквалайзером или наложить компрессию и уже сделать, ну, плюс-минус меняемый микс, который у нас пойдет на трансляцию или, например, куда-нибудь в Skype, в Discord или в Zoom по вашему желанию. Штучка, в принципе, достаточно интересная. Вот я ее потыкал, она мне понравилась. Но мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по поводу X8. Возможно, кому-то из вас уже посчастливилось поработать с этой новинкой, и расскажите свое мнение. Например, из минусов лично меня немножко напрягли вот эти микрофоны. Они звучат прикольно, круто, поймите меня правильно, но по своему, ну, как бы исполнению они... Тут имеются пластиковые части, они неповоротные, то есть их нужно прям снимать и закреплять по-иному. В этом плане микрофоны у Zoom как-то внушают больше доверия, но опять же, возможно, если поработать какое-то время с этими штуками, то уже в поле будет ясно, лучше они зумовских стереомикрофонов или наоборот хуже. В общем и целом, друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу X8. Будем очень благодарны, если поставите лайк, если видео вам пришлось по душе. И следите за обновлением, ведь впереди много нового, интересного и музыкального на канале «Давай запишем», где, я напомню, мы с вами общаемся на тему про аудио, а я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания. До встречи в следующем ролике. Поехали дальше. Нормально. Ой, а знаешь что? А я не писал. Ой. Ладно. Нормально.